Россияне пытаются повторить операцию «Труба» в Донецкой области. Полная боевая готовность. Войска способны нанести удар по силам США. Кто пошел против Трампа? А в Узбекистане на 3 дня закрывают въезд в один из самых больших городов страны. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Украина и США начали новые переговоры. На столе план по редкоземельным металлам. Соратники Трампа призвали американского президента давить Путина. Удар по США. Трампу поставили ультиматум. Кто осмелился? Срок для приятельницы Путина, недельный траур в странах Азии и чип от Илона Маска. Миллиардер обещает зрение тем, кто полностью ослеп. Обзор важных событий. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаем. Россияне пытаются повторить операцию «Труба» в Донецкой области. Однако теперь речь не о газопроводе, а о подземной канализации. Прорыв в тыл ВСУ армия Путина планирует совершить в районе Торецка. В этом признаются сами украинские военные. Говорят, что оккупанты продвигаются по подземелью, когда не могут справиться с уличными боями. Вчера поступила информация о попытках противника использовать подземные коммуникации для захода в тыл нашим войскам на отдельных улицах. Поскольку это тоже приоритетное направление, россияне пытаются использовать все возможности для обхода украинских войск. Если под Покровском мы имеем ситуацию, когда россияне пытаются прорваться вокруг города, то в Торецке это чисто городские бои. Продвижение россиян фиксируют и в других населенных пунктах. В украинском генштабе заявляют, что за последнюю неделю резко возросло количество штурмов на южнодонецком направлении. Украинские обозреватели связывают такую активность с предстоящим прекращением огня и возможным перемирием. Тактика проста – взять как можно больше перед тем, как сесть за стол переговоров. Сейчас они мира не хотят, они хотят потянуть время для того, чтобы побольше отгрызть территорий и побольше укрепиться перед переговорами, которые так или иначе будут, потому что мы слышали о том, что у них есть ограниченные ресурсы. Здесь я ссылаюсь не на собственные рассуждения или выводы, здесь я ссылаюсь на вполне определенные заявления представителей украинской военной разведки. Глава управления разведки Министерства обороны, мы помним заявление о том, что Российской Федерации было бы выгодно решить российско-украинскую войну, завершить ее до конца текущего года. Сторонники Трампа дают ему пощечину. Американский президент должен поддерживать Киев, а не флиртовать с Путиным. Кроме того, США должны поддержать европейскую миротворческую миссию в Украине после войны. Об этом в своей авторской статье написал член Комитета Палаты представителей республиканец Дон Бекон, бригадный генерал ВВС в отставке. Он уверен, пора прийти к осознанию, что война – это естественное состояние Путина. В последние недели слишком многие из моих однопартийцев-республиканцев, включая самого Трампа, обращаются с Россией как в бархатных перчатках, избегают осуждения очевидно незаконной войны Путина и даже обвиняют Украину в ее начале. Пока Белый дом работает над прекращением боевых действий и достижением справедливого и прочного мира, моя партия должна подтвердить свою приверженность борьбе с экспансионизмом Путина и поддержке Украины в защите ее суверенитета. А Россия тем временем увеличивает свое войско. С 1 апреля по 15 июня в армию должны набрать еще 160 тысяч человек. Стартовал весенний призыв. В Госдуме РФ традиционно заявляют, что призывники на линию фронта не отправятся. А Европа уверена, США имеют вес и должны вновь надавить на Путина. Не время для заигрываний. Нам нужно, чтобы Россия согласилась на прекращение огня и пошла дальше, проявила добрую волю, вернув украинских детей, которые были депортированы в Россию, или освободив военнопленных. Я имею в виду много вещей, которые они могут продемонстрировать. Поэтому я думаю, что США также должны оказать большее давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну. Украина тем временем начала новый раунд переговоров с Америкой, но этот диалог касается нового варианта соглашения о добыче полезных ископаемых. Инициатором диалога стала американская сторона. Напомню, Трамп накануне угрожал Зеленскому и обещал ему большие проблемы, если Киев не захочет подписывать это соглашение.
Полная боевая готовность. Армия способна в любую минуту нанести удар по силам США. Не экономический, а настоящий и разрушительный. Ракеты уже запрограммированы на цель. Иранские медиа пишут о том, что Тегеран готов ответить на любые угрозы Трампа. Ракеты полетят в ответ, если американский президент отдаст приказ бомбить позиции Ирана. Враждебность со стороны США и Израиля была всегда. Они угрожают нам нападением, что, по нашему мнению, маловероятно. Но если они совершат какую-либо провокацию, то непременно получат мощный ответный удар. Очередная наэлектризованность между Ираном и США возникла после последних заявлений Трампа. Он считает, что Тегеран обязан пойти на сделку с Вашингтоном. Речь о новом соглашении по контролю за ядерной программой Ирана. США хотят быть уверены, что Тегеран не будет создавать ядерное оружие. В противном случае будут бомбардировки. Мы примем решение по поводу вторичных санкций против Ирана в зависимости от того, пойдут они на сделку или нет. Если они согласятся на сделку, тогда никаких вторичных санкций не будет. Знаете, у них великая, долгая и успешная история, как у государства. Но посмотрим, что произойдет. Это очень интересно. Мне трудно представить, чтобы они сделали что-то иное, кроме как пошли на сделку. Я предпочел бы соглашение по сравнению с другим вариантом, о котором, думаю, все на этом борту знают, а он будет некрасивым, и я этого не предпочитаю. Начало конца политической карьеры Марин Ле Пен, которую СМИ неоднократно называли подругой Путина, пошла под суд. Французский суд приговорил лидера ультраправых к 4 годам лишения свободы за махинации с деньгами Евросоюза. Из них 2 года условно, а 2 года она будет обязана носить электронный браслет. По версии обвинения, с 2004 по 2016 год Ле Пен и ее соратники оформляли фиктивных помощников в Европарламенте, которые на деле работали на партию во Франции. Ущерб около 3 миллионов евро из бюджета ЕС. Я думаю, что суд очень четко сказал, что у него нет сомнений в организации системы, которая была создана и целью которой было присвоение средств Европейского парламента через правила, регулирующие работу парламентских помощников. Главная потеря для Ле Пен – отсутствие возможности участвовать в выборах в течение 5 лет, а значит, она пролетает как фанера над Парижем и упускает шанс баллотироваться на президентских выборах 2027 года. Также ей придется выплатить штраф в 100 тысяч евро. На приговор уже отреагировали в Кремле. Там заявили, что в Европе забыли о демократии. Кстати, ожидается, что Ле Пен подаст апелляцию на решение суда. Один из крупнейших городов Узбекистана закрывают на целых 3 дня. Въезд в Самарканд будет запрещен. Узбекистанцев и иностранцев просят отложить посещение города на другое время. Для водителей уже создают пути объезда. Движение на въездных дорогах будет невозможным с 3 по 5 апреля. В городе уже идет подготовка к такой блокировке автомагистралей. Водители получают флаеры с QR-кодом, через которые с мобильного приложения можно узнать, как добраться до нужного места. Министерство внутренних дел призывает неукоснительно соблюдать установленные требования и правила. В самом городе также планируется ограничение движения на определенных улицах. Причина такой масштабной блокады – исторический первый саммит между Центральной Азией и Евросоюзом. В Узбекистан отправляются президент Европейского совета Антонио Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В условиях изменяющегося геополитического ландшафта, отмеченного незаконной агрессивной войной России против Украины и продолжающимися событиями в Афганистане, отношения между ЕС и Центральной Азией приобретают все большее стратегическое значение. Недельный траур объявлен в Мьянме по жертвам самого мощного за последние десятилетия землетрясения. Поисково-спасательные работы продолжаются даже спустя несколько суток после того, как были зафиксированы первые подземные толчки магнитудой 7,7. Количество жертв продолжает расти, их уже более 2000. 4000 получили ранения и практически 300 человек считаются пропавшими без вести. Вероятно, все эти люди находятся под завалами. Продолжалось около минуты, наверное, где-то эта тряска. Когда она закончилась, в моменте рушились стены дворца и какие-то другие сооружения, облицовка начала лопаться. Мы начали оглядываться, вокруг пыль.
решили пройтись, чтобы немножко как-то запечатлеть это все. Я пытался снимать это на камеру. Прошли тоже буквально там 30-40 метров, может быть, прошло минут 15, наверное, максимум 20. И произошел второй толчок. Тряска, она была чуть короче, но... В соседнем Таиланде также продолжаются поисково-спасательные работы. Основные силы брошены на разбор той самой строящейся многоэтажки, которая рухнула во время землетрясения, а ее падение засняли с разных ракурсов. Под завалами оказались строители. Давайте не терять надежду. Несмотря на то, что прошло уже 72 часа, это не значит, что мы считаем пострадавших под завалами погибшими. Мы лишь признаем, что шансы на выживание ниже. Но это также означает, что нам нужно поторопиться, потому что если они все еще живы, то с каждой минутой становятся все более уязвимыми и слабыми. Таков будет наш дальнейший план действий. Незрячие люди имеют шанс снова начать видеть. Компания Илона Маска Neuralink обещает уже к концу этого года вживить человеку специальный чип, который поможет вновь видеть, даже если пациент абсолютно слеп. Сам Маск говорит, что изначально разрешение картинки в глазах человека, который получит такой чип, будет так себе, а после компания должна довести технологию до совершенства и подарить пациентам соколиное зрение. Что касается Neuralink, то у нас уже несколько лет успешно работает устройство, которое мы называем Blind Sight. Оно установлено обезьянам, и они готовы. Мы надеемся, что позже в этом году проведем первую имплантацию человеку, которая позволит полностью слепому человеку начать видеть. Сначала это будет низкое разрешение, как графика Atari. Хочу сразу правильно настроить ожидания. То есть все начнется с очень простого уровня. Но со временем, я думаю, имплант сможет давать зрение, которое будет даже превосходить человеческое. Это будет круто. Как ранее рассказывала команда Нехта, Neuralink уже создала чип для парализованных людей. Первый пациент, которому вживили подобный чип, смог управлять компьютерной мышкой без помощи рук, только силой мысли. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.